Всем привет! Сегодня я продолжаю заниматься пикировкой рассады виолы. Вот такая формочка у меня осталась. Основную массу я уже пересадила. И вот такая формочка осталась. И я решила вам показать, как я это делаю. Этой рассаде всего 15 дней. Сегодня 16 день. Всходы появились 25 января. И хочу объяснить, почему я в таком раннем возрасте свою рассаду пикирую уже по отдельным емкостям. Стоит она у меня под подсветкой, но смотрите, как она вытянулась. Это первый признак того, что ее нужно пикировать. Потом грунта формочки всего, ну, может быть, сантиметр-полтора. И этой рассаде не хватает питания из грунта. Сейчас я вам вытяну росточек и покажу, какие уже большие корешочки и что ее нужно срочно пересаживать. У рассады уже есть по одной паре настоящих листиков. И мне кажется, ее нужно было пикировать еще раньше, чем сейчас уже. Ну, как бы, она уже переросла, эта рассада. Стебелечек, конечно, тоненький, поэтому пересаживать нужно будет очень и очень аккуратно. Грунт я набрала универсальный. Грунт у меня покупной. И он достаточно влажный, поэтому перед тем, как пересаживать рассаду, вот смотрите, комочки, достаточно влажный. Перед тем, как пересаживать рассаду, я его не проливаю. Пролью после того, как пересажу растения. Вот так набрали стаканчик, немножечко притрусили, не утрамбовывая. Притрусили, и рассадный стаканчик уже готов. Делаю луночки таким маркером в каждом стаканчике. И начинаю аккуратно вытягивать растения. Вот так с комочком грунта опускаю стаканчик и заглубляю до семядольных листиков. Только все это нужно делать очень и очень аккуратно, потому что рассада очень хрупкая. Вот, немножечко прижала. Это нужно было сделать еще раньше. Вот сейчас я вытяну росточек без комочка грунта, покажу вам. Смотрите, уже есть корешочки, корешочки неплохие. Вот такое расстояние корешочка. Но стебелечек и очень хрупкий. Это еще раз доказывает то, что питания в грунте им не хватает. Вот кто сеет в плошке с грунтом в 1 сантиметр, накладывает грунт сантиметр-полтора, то рассаду нужно пересаживать сразу же, ну, наверное, после того, как появилась хотя бы одна пара настоящих листиков. Но я вам скажу, 3 дня назад я пересаживала, даже были такие экземпляры, у которых не было настоящих листиков. Сейчас я вам, конечно, это все покажу. Ту рассаду, которую я пересадила 3 дня назад. И она себя прекрасно чувствует. Вот так аккуратненько заглубляю. Сейчас ближе себе поставлю. Притрушиваю землей сначала стебелек, а потом вокруг растения. И вот так по порядку.
Так, все росточки я пересадила. Хочу сказать по вот этому грунту. Вот этот грунт, который мы использовали для рассады, его не выбрасывайте. Выделите для себя какой-нибудь тазик, ведро, ссыпайте его. Этот грунт пригодится, когда будем высаживать взрослые растения уже, смешивать его с плодородным. И он вполне подойдет для взрослых растений в кашпо. Я никогда его не выбрасываю, складываю в отдельную емкость. И сейчас, ребята, я пролью свою рассаду, уже пересаженную, распикированную. Пролью не по правилам. Удобрения. И сейчас на меня, наверное, после этих слов на меня спустят всех собак. Но я это сделаю. И я это делала 3 дня назад. И покажу вам рассаду. Она прекрасно себя чувствует после такого удобрения. Ничего с ней не случилось, не пожгла, не залила. Рассада стоит зелененькая, уже начала выпускать новые листики буквально за 3 дня. Поэтому и эту партию я проливаю удобрением. Вот такое у меня удобрение. Чистый лист, успех. Значит, сейчас покажу вам азот, калий и фосфор 30-30-30. На 1,5 литра колпачок удобрения. Но так как рассада очень маленькая, я беру половинную дозу. Даже не половинную, а половинку половинной дозы этого удобрения. Значит, на 1,5 литра получается колпачок. Это у меня 1,5-литровая кружка простой обычной воды комнатной температуры. И я беру совсем маленькую граммушечку этого удобрения, 1/3 часть. Вот примерно вот так. Даже нет половины колпачка. Размешиваю. Конечно же, скажут, что этого делать нельзя. Удобрением после пикировки проливать ни в коем случае нельзя, пока растение не приживется в новом грунте. Ребята, пролила. Прекрасно рассада себя чувствует. И все прекрасно растет. И проливаю вокруг растения. Вот так. Для того, чтобы придавить грунт. И грунт немножко вобрал в себя растения. Тоже задумываюсь, профессиональные блогеры, которые выращивают в теплицах растения, там сотни тысяч их растений, и они у них шикарные, эти растения. И я думаю, что они постоянно льют удобрения, потому что без удобрения рассаду никак не вырастить. Я в прошлом году все следовала советам. Нельзя проливать распикированную рассаду, нельзя проливать там тем, нельзя проливать тем. Тряслась над той рассадой, но в итоге она у меня получилась хиленькая. И, наверное, в середине лета только она начала хорошо развиваться. А я хочу, чтобы рассада у меня была очень хорошая до высадки. Уже когда я вынесу на улицу, чтобы она у меня уже была очень хорошая. Поэтому удобрениями я буду проливать регулярно. При каждом поливе только дозу немножко менять. Небольшую дозу. Нельзя перекармливать. Говорят, нельзя перекармливать. Пойдет в рост. Ну, нам же рост растения и нужен. Для того, чтобы растение нарастало и была хорошая листовая масса. Чтобы растение выглядело шикарно. Поэтому удобрениями я буду проливать каждый раз. При каждом поливе. Сейчас я вам покажу всходы, которые распикировала 3 дня назад. Где они у меня стоят и какие они. И как они себя чувствуют после пикировки и пролива таким удобрением. Так, показываю верхние. Вот смотрите. Вот это рассада, которую я пересадила 3 дня назад. Пересаживала точно такую дохленькую, хиленькую. Даже была не одна пара настоящих листиков, а всего по одному листику.
И сейчас буквально за 3 дня рассада начала выпускать новые листики. После этого удобрения она очень хорошо пошла в рост. И сейчас покажу еще. Так, это у меня петуньи. Вот петуньи тоже проливаю. Вот смотрите, какие. Я считаю, что это очень хорошие петуньи. И вот еще виола, которую пересаживала 3 дня назад. Я вижу, что ей хорошо, и что она идет в рост. Начинает нарастать новая зеленая масса. Она себя прекрасно чувствует. Подсветка у меня утром, потом перерыв, потом вечером. На ночь выключаю. Температура на стеллаже сейчас на данный момент 20-21. Еще что я делаю с рассадой, ребята. Вот сейчас у меня влажность 60. Но когда влажность опускается до 50, я сбрызгиваю вот так водичкой. Хотя бы раз в день из пульверизатора. Так, немножко прошла по всей рассаде, чтобы не было сухого, жаркого воздуха. Чтобы рассада себя прекрасно чувствовала, немножко увлажняю. Слегка туманчиком прошла по растениям, чтобы растение дышало влажным воздухом. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.